Мою первую любовь звали Маша. Мы учились вместе с первого класса. У нее была круглая родинка на щеке и большие белые банты в волосах. Тогда девочки носили банты, обязательный аксессуар школьной формы. Но их банты меня абсолютно не волновали, а Машины так будоражили, что и сейчас перехватывает дыхание. Хотя саму Машу я помню уже довольно смутно, а то, как и когда она начала мне нравиться, не помню вообще. Так или иначе, к 4 классу это влечение распалилось до такой степени, что я переборол в себе все, что только можно, и признался в своих чувствах. Написал любовное письмо и зачитал вслух. Почему-то мерещится, что я проделал это, преклонив перед ней колено, но, очевидно, это плод романтических фантазий, преобразивших детские воспоминания. Скорее всего, я, потупившись и робея, стоял в проходе между рядами парт, непослушными пальцами мусолил листок и сбивчиво мямлил те строки, которые должны были тронуть и воспламенить ее сердце. Мои самые сокровенные, самые-самые. Измятое любовное послание, которое она насмешливо приняла после этой унизительной процедуры, не осталось без внимания. Наоборот, мой эпистолярный дебют получил широкую огласку. Маша неоднократно декламировала его звонким, хорошо артикулированным дисконтом своим подружкам, девочкам из параллельных классов, а потом и всем желающим. Познав бездны стыда, обиды и отчаяния, я долго залечивал ожоги ранних нежных чувств. Потом в отместку навечно вычеркнул Машу из перечня своих любовей, а к девчонкам стал относиться еще недоверчивее и впредь старался держать дистанцию. Долго ли, коротко ли, миновали мрачные месяцы, хмурые годы, и со мной вновь случилось романтическое помутнение рассудка. Стало быть, отныне первую любовь звали Ксения, но она кокетливо представлялась Ксю. Ксю была стройная, с журавлиной шеей, маленькими ладными грудками и несколько эльфийскими чертами. Даже ушки у нее были по-эльфийски заостренные. Мы познакомились 1 апреля. Да-да, вполне можно было сходу заподозрить неладное. Но мне было 14, и, ослепленный яркими, пугающими и противоречивыми чувствами, я ничего не заподозрил, и мы стали встречаться. Я млел, тлел, вожделел, и далее по списку, уверен, вам прекрасно знаком сумбур и смятение подростковой влюбленности. Так пролетело 3 месяца, близилось знаменательное 1 июля, мой день рождения. В тот год из-за выходных мы праздновали накануне, а на завтра, в сам день рождения, с утра начинают названивать родители моего тогдашнего лучшего друга. «Не знаю ли я, где Саша?» — спрашивают они. И так весь день: где наш Саша, где наш Саша? К вечеру что-то в моей голове замкнулось. Я позвонил своей подруге и сказал: «Привет, Ксю, позови Саню». На этом отношения закончились. Я был разбит и раздавлен. Единственным слабым утешением стал тот факт, что вскоре Ксю бросила Сашу ради его приятеля, рослого, крепкого, улыбчивого парня, у которого, в отличие от Саши, не было никакого нутра, одна смазливая наружность. Долгое время мне было стыдно, что я предпочел утешиться чужой неудачей, вместо того, чтобы самому сходу врезать Саше по зубам. Я сдержанно принял оправдание и узнал историю их сближения, начавшуюся с выбора подарка на мой треклятый день рождения. Не откажу себе в язвительном замечании: подарок и вправду вышел незабываемый. Но, несмотря на это, мы с Сашей остались друзьями, а я вновь законсервировал в себе боль, обиду и разочарование и довольно быстро осознал отвратную фальшь своей напускной невозмутимости. Саша отличный парень и, по большому счету, хороший товарищ. Но там и тогда дать ему в зубы было жизненно необходимо. Именно потому, что он был лучшим другом. Поступить просто и по-мужски, а не демонстрировать лицемерное самообладание. В этих безрадостных размышлениях прошел год. Настало 1 апреля, и с ним новое знакомство. К чему учиться на собственных ошибках? Куда как проще раз за разом наступать на те же грабли. Май сменил апрель, потом нагрянул июнь, и за ним неминуемый день рождения. После празднования я провожаю новую пассию на автобусную остановку, и по пути она сообщает, что, по ее мнению, нам лучше расстаться. Еще раз поздравляет и желает всего наилучшего. Тут стоило бы разместить абзац из большого количества многоточий и восклицательных знаков. Но не будем лишний раз травмировать господина редактора.
Скажу лишь, что с тех пор первоапрельские шутки меня не радуют, а с цифрой 1, вопреки симпатии к нечетным числам, у меня сложные взаимоотношения. На этом трагикомедия не то что заканчивается, но видоизменяется. Не отчаивайтесь, вам не придется продираться через очередную историю с сюжетом от 1 апреля до 1 июля. Вскоре мне посчастливилось познакомиться с прекрасной девушкой Олей. Мы были вместе 2,5 года. Нашему сближению предшествовал небольшой эпизод, даже сейчас кажущийся мне странным. Мы с отцом были в центре Иерусалима, где и по сей день живут мои родители. Папа вел машину, а я рассеянно глазел по сторонам. Тут в поле моего зрения появилась Оля, с которой в ту пору я был знаком лишь мельком и встречал пару раз на мероприятиях для детей-репатриантов. Оля шла по улице, а мы проезжали мимо. Я проследил за ней взглядом, пока она не скрылась из виду. «Твоя подруга?» — насмешливо бросил отец, краем глаза наблюдавший, как его сын чуть не вывихивает шейные позвонки. «Нет», — опомнился я, и добавил, «но будет». Как и откуда я набрался такой самонадеянности, при том, что после очередного фиаско уверился в неизбежности провала всех грядущих попыток сближения с женщинами. Но это «будет» прозвучало с такой твердостью и достоинством, что папа взглянул на меня с уважением. Возможно, впервые в жизни. Как бы то ни было, кроме прочих замечательных качеств, Оля была пылкой, страстной и изобретательной, но вместе с тем чрезвычайно щепетильной. С одной стороны, мы уже 2 года проделывали почти все, на что хватало нашей фантазии, и что можно было проделать в салоне машины моих родителей, где протекала наша интимная жизнь. А с другой, к соитию в прямом смысле Оля была еще не готова. Я относился к этому с пониманием, и хотя номинальная девственность меня, конечно, смущала, был заоблачно счастлив и вполне удовлетворен. И вот настал долгожданный час. Она объявила, что готова. И дальше призналась, что ее родители давно подали прошение, уже год назад получили разрешение, а теперь оформляют последние документы на эмиграцию, и через несколько месяцев все их семейство дружно переезжает в Америку на ПМЖ. Потом она еще долго говорила, клялась, плакала и просила прощения, что не рассказала раньше, но я уже ничего не слышал и не понимал. После этого откровения все стало как-то не так. Мы начали отдаляться еще до ее отъезда. Она пару раз писала уже оттуда, но у меня внутри что-то безвозвратно сломалось. Я проклял все романтические бредни, нарастил броню поверх так и не заживших ран и на долгие годы записался в отчаянные донжуаны. Тогда я бравировал циничными фразочками в стиле «Любовь — это грандиозный обман, придуманный с целью побудить женщин покупать кружевные чулки, бижутерию и иные нелепые аксессуары». Нагулявшись, я завязал с донжуанством и пытался вести более содержательные отношения. Однако с тех пор я, кажется, стал понимать в этом мороке под названием «любовь» еще меньше, чем тогда. У меня уже нет броских и исчерпывающих формулировок. Разве что разрозненные наблюдения, ностальгические воспоминания и шаткие нескладные соображения. К примеру, принято считать любовь ультимативным доводом для оправдания самых сумасбродных поступков. Любовью, где можно оправдать что угодно. Но я так не думаю. Или другой пример. Я люблю стрекоз. Но сейчас я их люблю как-то абстрактно и целомудренно. А в детстве эта любовь выражалась в том, что под предлогом коллекционирования я ловил их с очком и прикалывал булавками к пенопластовому планшету. Я любил улиток. Точнее, я их жалел. Хотя, как мне кажется, это лишь одна из многих масок любви. Встречая улиток на тротуаре, я переносил их на траву или в кусты, подальше от пешеходов, но на самом деле я совсем не был уверен, что им от этого становится лучше. Да и сейчас не уверен. Зато теперь я уверен, что имеется гораздо больше веских причин жалеть людей, нежели улиток. Но с людьми все значительно сложнее, не тащить же их в кусты. Во-первых, многие не так поймут, а во-вторых, еще менее вероятно, что от этого кому-либо станет легче. Как человек, склонный к научному подходу, я даже попытался взглянуть на любовь в исторической ретроспективе. И вот что выяснилось. Слово «любовь» и само понятие существовали с древних времен, но значение, которое в них вкладывалось, было совсем иное. Люди жили парами
Не из каких-то там возвышенных чувств, а ради самосохранения. Их просто притирало друг к другу бытом. Женщина, ни с того ни с сего вздумавшая разойтись с супругом, с большой вероятностью умирала. Не в некоем фигуральном смысле от тоски и утраты, а от голода или от насилия. Да и мужчина-землепашец редко был способен прокормиться в одиночку. В такой ситуации не до любви в нашем понимании. Их любовь была гораздо прагматичней и приземленней. Помимо прочего, большинство крупных религий ассоциировало мирскую любовь с греховностью. Христианские священники спорили о том, есть ли у женщин душа, а чувства, все человеческие чувства, считались слабостью и помехой. И лишь в XVII-XVIII веках, когда образованные люди стали отделываться от религиозных догм, появилась на свет наша романтическая любовь. А в народе новый культ укоренился с расцветом массовой культуры, благодаря радио с песнями о любви, благодаря дамским романам и сентиментальным кинофильмам. Вот и выходит, что испокон веков люди просто жили и любили друг друга, как умели, без определений. А потом писатели, поэты и драматурги воспели заоблачный ослепительный идеал, и с тех пор мы все мучаемся. Ведь, положа руку на сердце, ни у кого так красиво, как в книжках, любить не получается. И напоследок этот фрагмент был бы незавершенным без Алисы Селезневой, платонической любви пионеров и октябрят периода перестройки. В безвозвратно ушедшую эпоху советского детства мы все были влюблены в Алису, гостью из будущего. Хереющая страна рабочих и крестьян, или точнее диктатуры номенклатуры, каким-то волшебным образом сотворила и подарила нам фантастический подростковый фильм, героиню которого можно было чистосердечно любить без всяких оговорок. Чудесная Алиса с удивительными глазами и неповторимой улыбкой была нашей сверстницей, прилетевшей из прекрасного и далекого 2084 года. Этот светлый образ запечатлелся в памяти целого поколения влюбленных в Алису из будущего. Того самого будущего, где все стали чище и добрее, и в котором уже наверняка все хорошо. С тех пор минула треть срока, оставшегося до того времени, из которого по сценарию прилетела гостья из будущего. Прекрасное далеко все так же далеко, да и солнечные сады детства, кажущиеся таковыми лишь в ностальгической ретроспективе, давно остались позади, и вряд ли многие из поколения влюбленных в Алису сберегли в себе умение любить так же упоенно и безоговорочно, как мы все когда-то любили невыносимо очаровательную и в то же время такую простую, родную и милую Алису. Единственное, что осталось неизменным, это миф о чистой любви. Миф сохраняется незапятнанным, несмотря на то, что мы конопатим любовью, какие попало щели и прорехи бытия, и оправдываем ею не только эксцентричные выходки, но и все несовершенства мироздания. Любовь, наличие любви как бы искупает и страдания, и жизнь, и смерть, примиряет с ними, оправдывает. Любовь призвана уравновешивать весы, создавать иллюзию, что не все напрасно, но любовь, настоящая мирская, а не воображаемая, ничего не уравновешивает, не оправдывает и не искупает. Она лишь тень, неуклюжая и трогательная попытка воплощения сентиментального литературного образа, некогда возведенного на пьедестал Шекспиром, Гёте, Пушкиным и иже с ними.